Мета-шутер – это новая захватывающая охотничья метавселенная, призванная объединить миллионов игроков-энтузиастов в сообщество, где они смогут испытывать максимально реалистичную охоту в открытом мире и разработать множество знаний, приносящих доход. То есть перед нами новая оригинальная Play-to-Earn игра, готовая покорить ваши сердца. Одним словом, дорогие друзья, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Ну а я начинаю знакомить вас и дальше с доступными особенностями игры, которые позволят вам не только настраивать различные варианты снаряжения, делая вас более сильными и исключительными, но и за охоту вы сможете получать специальные жетоны, собирать коллекцию трофеев и даже охотиться на редких животных, познавая доступный открытый мир, где вы сможете беспрепятственно путешествовать и использовать на всю мощь свое имеющееся оборудование. Более того, покупая в дальнейшем охотничьи угодья, вы можете заняться разведением собак, какие в свою очередь являются NFT, а также строить башни и увеличивать тем самым свой пассивный доход. Как это все будет выглядеть? На самом деле достаточно все легко и просто. Начнем с NFT земель, которых всего в рамках охотничьего острова Мета-шутер будет доступно 100 различных земель. Отличаться же они будут друг от друга не только размером, ценой, но и по подходу для охотничьих домиков, башен, охоты и разведения собак. Так, например, если охотничьи угодья большие и содержат в себе много редких и эпических животных, то они автоматически будут стоить дороже, и наоборот. Если же говорить о башнях, то они служат отличным местом для того, чтобы спрятаться от животного и выждать максимально удачный выстрел. При этом, как видите, всего будет доступно два типа охотничьих башен, а именно эпического и легендарного типа. Также стоит отметить, что охотник может как купить самостоятельно вышку, так и взять ее в аренду, так как располагаться они могут как на частных землях, так и на любых других уголках карты. Что же касается охотничьих домов, то использоваться они могут как для отдыха, галереи трофеев, так и для хранения вашего снаряжения. Однако стоит учитывать, чем больше возможностей имеет дом, тем редким типом NFT обладает этот охотничий домик. И да, его также можно как покупать, так и брать в аренду, что, как по мне, уже хорошо. Возвращаясь к теме разведения собак, отмечу, что для этого у вас обязательно должны быть собаки разных полов, что весьма логично. При этом скорость их разведения также будет зависеть от того, каким количеством кобелей и самок вы располагаете. Плюс имеете ли вы возможность приобретать для них еще и корма из отловленных и переработанных животных. Также помимо этого у заводчика есть еще одна возможность обменивать свои трофеи, превратив их в корма, либо же купить его на внутреннем игровом рынке NFT, где, конечно же, игроки смогут не только купить все необходимые активы для охоты и бизнеса, но и продавать свое оружие, оборудование, собак и прочие активы NFT, что, согласитесь, тоже звучит очень и очень даже здорово. Но и это еще не все, чем нас готов порадовать Мета-шутер. Ведь на просторах доступной информационной панели охотника будет доступна еще и функция стейкинга, посредством которой Мета-шутер готов щедро вознаграждать каждого, кто хочет стать частью такого масштабного и уникального проекта. Причем вознаграждаться стейкеры mHunt токенов будут несколькими способами, а именно динамическим IPY, возможностью попасть в белый список, участвовать в таинственных аирдропах, участвовать в DAO, получать мета-шутер земли и много чего другого. Но, наверное, самым главным из всего этого является то, что отправив в стейкинг 300 и более токенов mHunt, вы имеете шанс принять участие в альфа-версии игры, запуск которой состоится уже в мае текущего года. А также имеете возможность получать специальные значки раннего инвестора, наличие которых также подразумевает для вас целый ряд дополнительных преимуществ в мета-шутер. Одним словом, дорогие друзья, мета-шутер стоит того, чтобы погрузиться в этот увлекательный охотничий мета-мир с головой. Тем более, что на его просторах вы сполна насладитесь как графикой, так и всеми визуальными спецэффектами, которые построены на Unreal Engine с использованием активов NVIDIA и Speed 3. При этом вас ждет богатый животный мир, начиная от плотоядных, заканчивая травоядными млекопитающими и птицами, охотясь на которых вы имеете шанс собирать свою коллекцию и получать впоследствии свои заслуженные трофеи, что, как по мне, опять-таки звучит очень круто. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря.
а скорее переходите по всем официальным социальным ссылкам и знакомьтесь с MetaShooter более подробно, уже и самостоятельно. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и напоминаю вам, что с вами по-прежнему была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока!